Хрустящая корочка, нежная серединка и минимум масла. Сейчас покажу, как приготовить такие баклажаны без жарки. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Давайте начнем. Беру два баклажана и нарезаю их кружочками. Если баклажаны горчат, просто посыпьте их солью, оставьте на 15-20 минут, а затем промокните бумажным полотенцем. Теперь беру панировочные сухари и высыпаю их на тарелку. Сюда же добавляю немного тертого сыра. На самом деле панировочных сухарей нам понадобится еще больше. Я их смешаю уже со второй частью сыра. Все хорошо перемешиваю. Теперь разбиваю два яйца. Пока вы смотрите это видео, напишите в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Добавляю соль по вкусу. Одну чайную ложку паприки. Все хорошо перемешиваю. Далее каждый кружочек сначала обмакиваю в яичной смеси. Затем хорошо панирую и выкладываю на противень со стеленым пергаментом. Также поступаем с остальными баклажанами. И под конец сверху слегка поливаю растительным маслом. Много масла не нужно. Достаточно совсем немного. Это делается для вкуса. Отправляю разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15 минут или до готовности. Пока баклажаны запекаются, приготовим соус. Смешиваю майонез, один зубчик чеснока и натертый свежий огурец. Вместо свежего отлично подойдет соленый или маринованный. Соус получается очень освежающим и отлично сочетается с горячими баклажанами. Баклажаны готовы. Посмотрите, какая румяная корочка. А теперь послушайте этот хруст. А теперь давайте попробуем их на вкус. Вот так выглядит снизу. Снаружи хрустящая корочка, а внутри мягкие и нежные баклажаны. Обязательно попробуйте приготовить. Это очень вкусно. Пока не отключайте видео, в следующем рецепте покажу еще один способ, как приготовить хрустящие баклажаны уже на сковороде. Хотите удивить гостей? Тогда этот рецепт точно для вас. Сегодня я покажу, как из 4 баклажанов и пары яиц сделать такую потрясающую закуску, которая украсит любой стол. Берем 4 свежих баклажана, затем очищаем от кожуры. Срезаем только стебель, а зеленую шапочку, то есть плодоножку, оставляем. Затем разрезаем каждый баклажан вдоль на 3 части, как на видео. Лучше всего брать баклажаны средней величины. Они мягче и почти не горчат. После этого каждую часть нарезаем на полоски, но не до конца. У нас получаются такие необычные щупальца. Уже на этом этапе закуска выглядит оригинально. Теперь опускаем баклажаны в кипящую подсоленную воду буквально на 2 минуты. Этого достаточно, чтобы они стали мягче и ушла лишняя горечь. Закрываем крышку на 2 минуты. Затем аккуратно вынимаем и оставляем остывать. Пока баклажаны остывают, разбиваем в миску 4 яйца. Заметьте, на один баклажан уходит одно яйцо.
Добавляем специи по вкусу. У меня черный и красный перец и паприка. Немного соли по вкусу. Все хорошенько перемешиваем до растворения соли. По желанию можно еще добавить горчицу и сушеный чеснок. Яичную смесь пока убираем в сторонку. Теперь в отдельной тарелке смешиваем 1 чашку муки и 3-4 столовые ложки панировочных сухарей. Все хорошенько перемешиваем, чтобы смесь была однородной. Берем наши баклажаны и обваливаем в мучной смеси. Затем окунаем в яйца. Разогреваем масло на сковороде и обжариваем баклажаны до золотистой корочки. Небольшой совет – жарьте на большом огне, чтобы баклажаны не впитали много масла. Пока они жарятся, хочу у вас спросить, какой ваш любимый рецепт баклажанов? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. И вот наша закуска готова. Баклажаны выглядят очень необычно, а на вкус они просто волшебные, хрустящие снаружи и нежные внутри. Закуска получится еще вкуснее с соусом. У меня простой вариант – майонез плюс 1 зубчик чеснока. Но можно взять и сметану, и йогурт, а также можно добавить любимую зелень. Посмотрите, какая красота получилась. Хрустящая корочка, а внутри нежные баклажаны. Поверьте, такую закуску разберут первой на любом столе. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Готовьте с удовольствием, готовьте с любовью. Пусть в вашем доме всегда будет тепло, уют и баракат. Мира и благополучия вам и вашим близким. До встречи в следующем видео и ассаляму алейкум.